Всем привет, друзья! Вы на канале Нави, рядом со мной Вова Нун, и мы приехали к нему на новоселье. Привет. Мы не с пустыми руками, как ты видишь. Да, это здорово. Как ты думаешь, что внутри? Я не знаю, давай открывать. На самом деле мы можем тебе рассказать. Внутри наш подарок тебе. Это замечательное кресло Anda Seat, но не простое, естественно, в уникальном дизайне Нави. Мы приехали, подарили его тебе, и сейчас мы его будем собирать. Давай. Класс. У нас есть Нож. девайс. Так как ты только переехал, это единственный нож, который есть в твоей квартире. Да. Хочешь сам раскрыть? Это же твой подарок. Ну давай. Я просто боюсь, что я не справлюсь с таким. Ну расскажи, ты переехал в Киев, но несмотря на то, что ты родился в Украине, ты достаточно долго прожил в Москве, правильно? Да. Расскажи, сколько ты там прожил лет? Ну, примерно 5-6 лет, я, честно, не считал. Примерно 6, наверное, где-то вот так. Я переехал туда в связи с тем, что там была моя первая команда Вега. Ну да. Потом были ВП, я как бы там на буткемпе жил как бы все эти года. На буткемпе жил с этим? Ну да. Ну то есть, у тебя Я была обуза. квартира, которую ты снимал? Только в этом, в прошлом году только начал снимать хату свою сам. А так я все время, да, у нас столько турниров было и переездов, что нет смысла было, честно говоря, тратить деньги. Ну да. Ну, обычно буткемпы, знаешь, они находятся где-то супер далеко, то есть где-то под Москвой или на окраине, в каком-то доме. То есть ты жил так или у вас... Нет, почему? У нас буткемп был в центре Москвы. Прям. Ну не в центре, не прям в центре, но очень рядом. Поэтому мне было супер удобно. Элитно. Ну, тебе нравилось вообще жить в Москве? Конечно. Что Москва тебе- один из лучших городов. Ну, я считаю, на самом деле, Москва лучший город. Я пока в Киев. Я влюблен в него, но не настолько, чтобы переезжать на Так, постоянно. я думаю, ты можешь положить это пока Давай. сюда, а мы остальное будем доставать. Хорошо, назови мне главные причины, по которой ты влюбился изначально в Москву. Что делает этот город лучшим на планете? Люди и возможности. Вот так вот. Там можно все, что хочешь. Ну, там И же... когда хочешь, 24/7 просто. Сервис самый лучший. Это правда. Но там же слишком много людей, многие говорят. Ну, прям... Ну, На тебя это не давило? да не, я из дома не выходил большинство времени. Хорошо. И назови тогда 3 места, которые тебе в Москве больше всего нравились. Ты же все-таки куда-то выходил. Ну, какие места обозначить? Ну, Гулять, это может быть- поесть. Да, это может быть погулять, может быть какие-то кафешки, это может быть, я не знаю. Ну, погулять мне вот последнее очень понравилось. Мещерский парк, просто пушка. И здесь поесть. Я жил на 905-го, и мне очень нравилось ходить в забегаловку Лаоли. Это... Грузинская какая-то, что ли? Не, это вьетнамская. Я очень люблю фоба есть. Из культурщины можешь что-то сказать. Ну, я не культурный человек, поэтому я не знаю. Ну, этого, я думаю, тоже будет достаточно, поэтому берите на заметку, дорогие москвичи и гости столицы. Хорошо, и сейчас ты переехал в Киев. Да. Расскажи, где мы прямо сейчас находимся. Ты переехал в квартиру, это твоя квартира или ты снимаешь? Я снимаю, но адрес я не буду называть. Не-не, адрес не нужен, мы и район не будем называть. Я и район-то не знаю название. Но район хороший, друзья, классный, зеленый, но квартира очень интересная, Вова, я тебе скажу честно. Ну, Вот это понравилось. расскажи, как ты выбирал ее? Я написал как бы знакомым, которые могут мне помочь с поиском квартиры в Киеве. Они мне скинули людей, которые помогают с этим. Ага, Риэлторы называются, да. Да, логично. Потом они начали скидывать варианты по моим запросам. Они мне скинули первый вариант, я его сразу выбрал. Серьезно? Да, но я подумал, что это отличный вариант за свои деньги. Дело в том, что в этой квартире есть несколько парадоксов, которые, если ты позволишь, мы бы озвучили. Вот тут, значит, под лестницей есть такое отверстие бетонное, в котором внутри ничего нет. И мы действительно вот пытаемся понять, что это. У тебя есть теория? Ни одной. Лестница тоже никуда не ведет. Не, лестница ведет в небеса. А насколько тебе важен твой комфорт? Вот насколько ты любишь, может быть, дорогие интерьеры, дорогие вещи? Насколько это Комфорт важно? не связан с дорогими вещами, честно говоря, как по мне. Но у меня очень важен мой комфорт личный, и поэтому как бы я за этим всем слежу. Так что, мы будем сами попробуем собрать, да? Ну да, как еще. Эту историю. Так, у нас есть куча болтов. Какие-то эти. Кстати, я не знаю, справлюсь ли я с этой задачей. Сейчас мы Я попробуем. не инженер. А расскажи, много у тебя друзей в Киеве? Ну, да, но все они связаны с киберспортом.
Что это значит? Ну, все мои друзья, все мои знакомые из Киева, они связаны, типа, из сферы киберспорта. Ну, то есть каким-либо есть с кем образом. пойти погулять, пообщаться. Ну, конечно. в Киеве. Я Класс. поэтому, как бы... Ну, в каком-то смысле это была моя цель переезда. Хорошо, расскажи, какие у тебя впечатления от Киева? Как тебе so far, как говорится, жить здесь? Ну, пока моя жизнь в Киеве заключалась на буткемпе, все это время я играл в доту. Вот, и куда-то выбирался. Но в целом очень классно. Я люблю Украину, люблю Киев. Это классно. Шаг номер 1. Установите колеса в прорези. Так, Вон колеса, давай. Хорошо, давай поговорим немножко о твоей карьере, не только о личной жизни прямо сейчас. Ты являешься одним из самых состоятельных игроков, не только в Что доте. значит состоятельный? Богатых, иными словами. Интересное заявление. Уже не после этого интернешнла, Уже не после этого интернешнла. но точно. до этого было так. Вот расскажи, какая была твоя самая дорогая покупка? Мне кажется, кроссовки я купил себе самый дорогой из кроссовок. Ну, помимо компьютера, там, стола, я такие вещи вообще не беру. Нам нужно, согласно инструкции, просто эти штуки туда Вбить? вбить Серьезно? собственными руками. Ну да. А он не закрутить? Он не закручивается. Или закрутить. Хорошо. Тогда расскажи, какую победу свою ты считаешь самой Ярко? большой и самой яркой в жизни? Их у тебя было То, что я много. начал играть в доту. Это моя самая яркая победа в моей жизни. Серьезно? Конечно. Ну, это философский такой ответ, я согласна. Какой-нибудь финал запоминающийся? Или топ-3, допустим, запоминающихся финалов? Ну, наверное, самый запоминающийся это был финал. Да. Против Ича Гейминг 3-2 мы проиграли. Против Secret мы 3-2 проиграли. Это самый запоминающийся финал. Куала-Лумпур самый запоминающийся, когда мы как раз таки выиграли Secret. Вот это первое, потом, где мы проиграли, это был уже Чунцинь. И третье, это было против Ича Гейминг, это был DreamHack в Стокгольме. То есть это именно по качеству игры, да? Ты сейчас, так сказать, Там просто составил финал такой- очень напряженный, 5 карт были, 3-2 все счет. И там было, ну, то есть туда-сюда. Надо перевернуть эту штуку. Это сильный шаг. Сильный шаг. И, наверное, вставить вот эту штуку вот в эту штуку. No. Это сильно. That's not right. Это Нет, как, вот это эту как мем, штуку. да, вот это, где круг, квадрат, и ты вставляешь. Вот эту штуку нужно вставить вот сюда. Хорошо. Насколько ты эмоционален, в принципе, и насколько вот эти вот поражения и победы могут тебя вывести на какие-то эмоции, хорошие или плохие, соответственно? Ну, эмоционален после или вы? То есть тут нужно задать конкретику какую-то, а то Ну, ты допустим, спрашиваешь вопрос. допустим, после. Вот ты проиграл, можешь ли ты, ну, реально там слезу В тильте пустить, быть? расстроиться в тильте, Ну, в конечно. депрессии? Ну, когда ты проигрываешь финал мажора или ты проигрываешь интернешнл. Нет, ты пошел в следующую игру играть, такой, да ладно, ничего, в следующем году выиграем. Что, ты знаешь, есть игроки, которые действительно так реагируют. Ты не поверишь. Мне так... Не, не верю в это. Может, до я них просто обманываю. не доходит осознание того, что ты проиграл. Ну да. Когда ты проигрываешь, все же по тебе это сильно бьет. По любому игроку, у которого есть амбиции, желания, стремления, как бы он будет от того, что он проиграл. Ну да, других слов не подобрать, согласна. У тебя был такой режим киберспортивный, очень активный, да? Да. И расскажи, как ты из него выходил, точнее, даже не выходил, как ты в нем вообще жил. Вот как ты перезаряжался от одного турнира к другому, постоянные перелеты, гостиницы, джетлаги. Это было для тебя проблемой или ты комфортно себя ощущал? Да вообще не замечаешь этого, когда ты в этом режиме. Ну ладно, мы можем оставить, я думаю, сборку уже, да? Да. Пообщаться просто. Да. Мы почти справились с этой задачей. Да ты не замечаешь, когда ты в моменте, то есть этого всего вообще, как много этого, как на тебя это влияет. То есть в какой-то момент мы не были дома там 5 месяцев, по-моему. То есть мы все время либо буткемпы перед мажорами, либо какие-то квалификации, потом мажоры. Вот так вот просто вперемешку. Супер классно все пролетало, как бы мы уставали жестко, но при этом на одном дыхании вообще. Ты даже не замечаешь этого. Когда этого нет, ты такой же... Ну вот и когда этого не стало, когда наступила пандемия, наступил кризис глобальный, ты это почувствовал? Когда наступила пандемия, стало еще хуже, потому что мы сыграли 4 месяца без перерыва. У нас было 2 выходных за 3 месяца, я помню, какой-то период времени. И мы заходили игру играть, я помню, мы друг друга спрашивали, это КВшка, официалка или что это вообще такое? Потому что игры смешались, там было 7 турниров онлайн подряд мы играли. И это было сложно, на самом деле, потому что было максимальное выгорание после этого, как бы у всех ребят, не у меня одного. И желание в доту потихоньку начало пропадать в тот момент вообще, потому что, ну, ценность игр, она просто исчезла. После ESL LA, который мы выиграли, началось просто ад со всеми турнирами, как бы, и все турниры, они супер обесценились. Ну да, естественно. Да. Можешь рассказать о периоде как раз после ВП и перед Gambit, вот что было в этот промежуток, какие у тебя были планы, настроения и что происходило с тобой в профессиональном плане? После ВП
мы собрали Gestoror, как бы, ну не мы собрали, точнее, они собрали, позвали меня, мы поиграли, у нас не получилось, потому что было очень много факторов, которые помешали нам играть. И при этом все ребята еще сильно расстраивались со всех игр, и в какой-то момент я для себя решил, что ну, мне некомфортно, мне не по кайфу играть, лучше я уйду, как бы, а ребятам, ну, типа, делайте, что хотите с этим. Я подставил немножко в этом плане ребят. После этого посидел 3 месяца дома, меня позвали в Гамбит поиграть. Мы прошли на первый wildcard, проиграли его. То есть был один, опять же, да, за выход там в группу. Было очень обидно, на самом деле, потому что, ну, мы играли в wildcard чуть ли не лучше, там, Вичи Гейминг, я помню, у нас была стата. И нам одной игры не хватило. У нас был счет 8-4, по-моему, как у Ликвидов. После этого была ситуация с тем, что мы проигрываем 0-3, мы приезжаем на буткемп, собираемся, мы проигрываем Гамбит. Первые 3 игры это Spirit, Na'Vi и ВП как раз таки. Вообще без шансов. То есть мы там 5 игр, ну, в одной игре мы только могли выиграть, это самый первый против ВП, я помню. И все равно потом вышли каким-то чудом там на wildcard, из-за, опять же, Na'Vi там проиграли пакчампом в этой ситуации. И была ситуация, что они должны были, ну, мы должны были ехать на мажор, но я подумал, что для меня лучшим вариантом на самом деле будет пойти в Na'Vi, потому что меня на тот момент позвали не играть мажор, чтобы потратить больше времени на тренировки, за что меня все комьюнити хейтило, ну, ничего страшного. Неправда, не все, не слушай. Ну, мы таким составом решили играть квалификации, все друг друга верили, но у нас очень все хорошо получалось, на самом деле, на кланварах, но вот придя на сами квалы, какое-то волнение оно было. Вот я хотела тебя узнать, не было ли у тебя ощущения, когда вы играли, в общем-то, праки, что у вас могут быть проблемы на квалах? Нет, вообще, мы выигрывали, наверное, 80% всех наших кланварах. Мы играли там против УГ, ЛГД, ЕГЭ. И, ну, не то, что мы их не чувствовали, но мы играли лучше, чем наравне с ними. То есть я чувствую, что во многих моментах они не доигрывают по сравнению с нами. Может, они не серьезно относились как бы к кланварам, но мы там месяц играли кланвары эти, и у нас было все очень хорошо. Вот то, о чем Spirit сказали, что они короли кланваров. Я, честно говоря, думал, что, ну, типа, для нас квалы это вообще так изи будет. Что случилось, когда вы, в общем-то, вы проиграли этот последний матч Империи? Что ты чувствовал, как ты анализировал эту ситуацию? Я вышел на улицу, заорал на всю улицу литературное слово, потому что это был полный провал, как бы лично для меня и для... Литературное слово было провал. Вот это провал, ты услышал? Да, заорал провал, как бы, и потом было опустошение жесткое, потому что, ну, для меня пропускать International, лично для меня, я не говорю для всех ребят, для меня это, наверное, очень, типа, крайняя стадия того, что, ну, звоночек. Сейчас, анализируя все, что происходило на квалах, ты понимаешь, ну, и как, в общем-то, наш регион выступил на Инте, ты чувствуешь, что, блин, ну, наверное, это действительно было немножко не по силам нам, как новому составу, потому что там были ВП, которые классно поиграли даже в плей-офф, и Спириты, которых забрали Ин. Да дело не в составе, дело в уверенности и спокойствии. Спирит супер спокойно играли International 10. Это ключ к победе. То есть помимо того, что у них были гениальные драфты, они их очень хорошо исполняли, но они были крайне спокойными. А все команды против них, они нервничали. Они заставили нервничать ЛГД в гранд-финале International. Вот даже если подумать, Spirit заставляет нервничать ЛГД в гранд-финале International. Я бы, если бы это мне сказали неделю назад, я бы посмеялся. А сейчас я хлопаю этим парням. Да, это просто что-то невероятное вообще. Так, наш процесс немножко остановился. Давай, наверное, нам помогут, и мы поможем друг другу собрать это кресло. В общем, как-то сейчас разберемся. И поговорим об Инте немножко подробнее уже на прекрасных креслах. Конечно, мы сейчас просто выключим камеру, соберем его вдвоем, а потом врубим. Да. Так и будет. Ну что, мы собрали кресла, точнее нам помогли, мы прямо сейчас уже их тестируем, у нас появилось второе кресло, специально для того, чтобы мы могли снять это замечательное интервью. Что можно сказать? Удобно? Весьма. Вы видите, что оно выполнено, естественно, в цветах Na'Vi, эргономичное, удобное, из качественной кожи, которая устойчива к повреждениям, поэтому скоро эти кресла Na'Vi Undecided отправятся к нам на буткемпы, в офис и к нашим дорогим игрокам. Вы можете приобрести такое же кресло себе домой по ссылочке в описании. Ну что, поехали. Мы с тобой закончили на том, что мы начали обсуждать International. Великолепную победу Team Spirit над командой из Китая PSG LGD. Ну, давай поговорим немножко подробнее. Во-первых, давай начнем сначала. Смотрел ли ты все матчи International? Да. Да, ну, плей-офф точно все смотрел. Группу так местами. Все матчи с группы невозможно посмотреть. Ну да. Расскажи, кто был твоим фаворитом? За кого болел или кто тебя удивил своей игрой? Ну, болел и за Spirit, и за ВП.
пока они не встретились вместе в матче. Ну, и за ПСЖ я болел, то есть эти люди для меня, они некий образец того, как нужно играть в Dota 2 вообще. Это просто гении игры какие-то. Очень хорошо понимают игру, очень хорошо драфтят, кроме финала. И все очень классно делают. То есть я вот за них болел, потому что это супер классная дота. Тогда давай поговорим вообще, что же не вышло у них. Потому что все, с кем я говорю, вот Соло мы записывали, он тоже говорит, что это машина, они не совершают ошибок, против них невозможно играть. Они весь сезон показывали себя Не то, что невозможно играть, как показывает практика. То есть они проигрывали Т1 первый матч в плей-оффе сразу же в верхней сетке за топ-6, когда они выходили. Они могли и вторую игру проиграть, просто там Т1 уже ошибались. Это просто они очень хорошо играют в доту. Не то, что они роботы и играют без ошибок, нет. Почему-то все команды рейтили даблпик. Это лично, опять же, мое мнение, только мое мнение. То есть там все аналитики почти то же самое говорили, но в целом они почему-то рейтили first pick в этой мете, когда first pick имеет там процент, но он меньше имеет процент побед у команд, которые играют на одном уровне, нежели second pick. Second pick это просто супер имба в этом патче. Ну, этим Spirit и пользовались. 4 игры в финале, 4 игры second pick у Team Spirit. Одну из них они проиграли, там в Салате еще просто драфт был проигран. Ошибались очень много, отдавали Спиритам самое лучшее, забирали очень плохие стратегии. То есть в первой игре это Урса и закрытие виспом, а во второй игре в Спирит просто их обыграли на всех стадиях. Еще и фуллон лоспик, там в 4 контрпика. Играть было очень сложно. Спирит методично и классно закончили игру. Без шансов. Как же директор это допустил? Я не знаю, надо у него спрашивать, я не директор. Я в финале не сидел еще, да. Ты также упомянул, что, на твой взгляд, Спириты уверенностью задавили LGD. Да не то, что это важно? В смысле, конечно, это самое важное, что тебе нужно на интернешнле, это сидеть и быть уверенным в себе и просто играть в свою доту. То есть просто в это отличает как бы ОГ, там, условно, 19-го образца года от всех остальных команд. Люди просто вынесли интернешнл вообще без шансов. Ни у одной команды там не было ни единого шанса выиграть ОГ вообще. Что они и показали, они выиграли, у них за 2 инта там 0 проигранных карт в плей-оффе было. Но 8-й инт это отдельная история, а 9-й они просто на уверенности без шансов приехали всех. Нервы, несобранность, неправильное принятие решений, волнение. Он Ксенкю говорил в интервью, что в какой-то момент, когда Спирит прочитали их смог и убили их, то есть они поплыли, они начали сомневаться во всех действиях, они не могли найти себя на карте, они всегда боялись, что они на вражеском вижене. Так обычно и происходит, я по себе знаю, когда ты проигрываешь. Когда ты в шаге от того, чтобы проиграть матч, и если ты немножко начинаешь переживать, то у тебя начинают какие-то странные очень мысли в голове появляться, которых либо на праках, либо в матче, когда ты нервничаешь, вообще не возникает. То есть он там говорил, что там, мы боялись, что они там где-то придут, убьют нас, мы на их варде. Хотя по факту вообще этого не было. То есть они просто сами себя придумали и разволновались. Но Спириты читали смоки LGD вообще не только один, а постоянно на протяжении этого финала. У них просто такой стиль игры, там сложно не прочитать, когда они так играют. Они играют Spirit играют в очень прикольную доту, она называется суперразмеренная игра вообще, абсолютно. То есть они играют от своих таймингов, никогда не форсят ничего и играют от действий врага. Это мое понимание, как они действуют. Они играют от драфтов, и если у них лучше драфт, они просто в какой-то момент игры понимают, что они сильнее, они идут делать действия, получается, почти выиграли игру. Потому что у них просто, сила их героев, она на этот момент игры, она становится гораздо сильнее врага, и им легче играть в игру. А врагам, чтобы выиграть, им нужно придумывать что-то. А когда ты видишь, что против тебя вот это вот начинают придумывать, ты просто можешь доджить, что они и делали весь International. У Ятора, по-моему, просто 0 смертей было на инте. То есть человек играл International идеально. Все смоки прочитал. Логично предположить, что выигрывает тот, кто лучше попал в мету, чувствует мету и находится в ней. Согласен с этим тезисом? Не на этом инте. Этот инт очень сильно отличался. Потому что уровень команд почему-то был, не почему-то, точнее, из-за нового сезона, из-за DPC нового, который был, из-за лиги вот эти вот, было очень много команд, которые были гораздо слабее других. То есть там было 8 команд прям сильных, 8 команд, которые были, на голову ниже остальных. И это вся суть этой лиги, которая была в этом году. То есть там было половина команд, не все сразу, все команды, которые вышли с группы в нижнюю сетку, сразу же проиграли свои первые матчи. Сразу же, просто они в топ-12 все остались. Кто-то в 16, кто-то в топ-12. Все, на этом это и показывает, что уровень команд, он по лиге, так как он был, так он и остался. На прошлых так совершенно по-другому были. Там какие-то J-Sports могли в топ-6 залетать, выигрывать Сигрид чуть ли.
И это все было вот так вот вперемешку. Ты видел вообще спиритов, ну, если не фаворитами и там очевидными претендентами на победу, то как сильную команду, которая много добьется на интернешнале, потому что многие, естественно, их недооценивали. Смотря насколько много. Я видел их в топ-6. Это был мой максимум для них до инта, пока я не увидел, как все остальные команды играют. Но мы играли с Инклавара, и я своим ребятам сразу сказал, типа, эта команда, она очень классно дерется, и с чего они немножко посмеялись, конечно, на мое удивление. Не были с тобой согласны? Нет, не были со мной согласны. И они очень хладнокровны в игре. То есть это их большое преимущество по сравнению со всеми другими командами. То есть даже в GSIG, третья игра, там столько ошибок было просто. Там Fly просто в соло-игру проиграл своей команде. Потому что ошибался. Он прыгал, хроносфера ставил просто вот так. 5 героев стоит, и он просто в никого не попадает. Идеальную точку находит. Ну, конечно, нервы. Как это по-другому? Зайдет на КВшку, сыграет идеальную игру. Как развивать эту хладнокровность? Ты чувствуешь ее в своих тиммейтах, например? Или это трудно сказать, пока вы еще не дошли до Как развивать? Мне кажется, это очень сложно. То есть это либо у тебя есть, либо этого нет. И если этого нет, то это должен быть человек, который знает, как это делать. Если это в моих тиммейтах, отчасти да, но мы не выиграли International. Я не могу сказать. Я думаю, нет. На уровне такого матча, как финал инта, наверное, никто не может предположить, как он себя поведет. Нет. Хотела затронуть тему твоих тиммейтов и, в частности, Алексея, потому что недавно вышел очень трогательный материал на Sports.ru, я не знаю, видел ты или нет, про вашу дружбу на протяжении стольких лет с соло. В начале сентября он вышел. И там идет речь о том, что, ну, во-первых, вы сыграли вместе 1391 официалку, если я не ошибаюсь, то очень много, вы 6 лет играете фактически мы вместе. топ-3, по-моему, по этому. Да, там No Tail Fly и кто-то еще, я забыла. Наверное, Артизи с кем-то еще может быть. Ну, может быть, да. И, ну, это действительно вызывает восхищение и является таким примером дружбы дотерской. Вот расскажи немножко о ваших отношениях. Может быть, ты помнишь ваше первое знакомство, этот период в Веге? Период в Веге был мемный, я могу только так назвать. И мы Лешу взяли, потому что мы кикнули с Корена в тот момент, и Леха тогда, я не помню, как это вообще получилось, почему он пошел к нам. Леха тогда уже был более-менее тяжелым игроком, он в Rockskis играл до этого, он в Empire играл, то есть он почти выходил там на квалификации, а мы в Веге как бы там, ну, мы только попали на квалы, и все, что мы достигли, это попасть на квалы. Как бы на тот момент игры он к нам пошел, я не помню вообще, как это происходило, но в целом он изменился, но не прям чтобы сильно. Как бы ты его описал человеку, который с ним не знаком лично? Уверенный в себе, со своими идеями, в каком-то смысле, ну, он гениальный дотер, он супер крутой чувак. Не знаю, что еще добавить. Так что первое, что в голову пришло, это так. Ну, это уже характеризует действительно его сильно. Он также в интервью говорил о том, что у нас на канале, вы можете его посмотреть, о том, что ты являешься одним из тех людей, которым он прислушивается в вопросе карьеры. То есть, допустим, если ты ему скажешь: Леха, пора завершать, то он, в принципе, к тебе прислушается в этом вопросе. Я думаю, в какой-то вряд ли. степени. Не настолько. Вот как ты думаешь, что должно произойти, ну ладно, даже не в конкретном случае с Лешей, но, может быть, и в его, чтобы ты действительно посоветовал игроку остановиться? Вот когда наступает момент, когда карьеру можно завершать? Игрок сам должен это почувствовать. Все это изнутри исходит. Если у тебя есть желание и огонь внутри, то ты можешь делать до 40 лет. Пупей пока это доказывает. Он там 3 International занял. Ему сколько, 32 уже, по-моему? Ну да, больше. Что-то в этом духе. Какая разница, сколько тебе лет? Главное, что у тебя вот здесь. Вот. Это все от игрока зависит. Ты не можешь советовать другому человеку уйти из доты или там чем-то перестать заниматься. Это бред. Вот есть в соло, ну, если не хладнокровность, он достаточно производит впечатление, в принципе, эмоционального человека. Но вот в сложной ситуации на турнирах, когда такой большой накал, как он себя ведет с командой? В зависимости от ситуации, но у нас в ВП было очень часто, когда он говорил, типа, парни, слушай меня, и рассказывал нам, что делать в очень ответственные моменты игры. Мы выигрывали из-за этого игры, только из-за этого на самом деле, потому что начинался хаос и так далее. У него есть эта фишка, то есть перенять все на себя и сказать очень правильный мудрый кол, которого все послушивают, потому что как бы, ну, мы всем доверяем. И это очень часто получалось. Там, 80%, наверное, того, что получалось, и 20%, что нет. Есть ли у тебя кто-то еще из проигроков вот настолько близкий друг, кого бы ты мог назвать? Прям близкий друг? Ну да, с кем ты хорошо общаешься из проигроков, дружишь долго. Настолько хорошо, конечно, нет. То есть просто есть там Рамзес, Паша, то есть я с ними очень До сих пор поддерживаете отношения? Конечно. С Лилом нет. С Роджером тоже перестали, хотя, ну, то есть
я все равно люблю этого человека, то есть как товарища, мы с ним многого добились, достигли успехов. А так в целом, ну, это, наверное, из дотеров. Ну, просто я не хочу брать новых, как бы, да, Локу, Ну да, там, это например, не такие долгие да, то отношения. есть у меня с ними очень теплые отношения сейчас, и, может быть, даже в будущем это будет еще гораздо теплее, то есть, но пока что это очень мало срок прошел. Ну да. Ребята ездили вон на Инт в качестве талантов, тоже прочувствовали немножко, значит, атмосферу турнира. Тебя звали когда-нибудь? Я не помню, был ли ты когда-то талантов, но мне почему-то есть впечатление, что ты был когда талантом на Инте мажоре. нет. Не на Инте. На мажоре точно нет. Просто звали как в одну игру, типа. Там, По-моему, на квалах к Инту или на что-то квалах такое, как-то звали, да. Рухаб? Я что-то там Рухабил что-то делал. Да. Ну, в общем, у тебя было бы желание поехать как талант? Ну, когда я проиграл квалу, у меня первая мысль о том, что я пропускаю Инт, и вторая мысль, блин, хоть как-то бы на него попасть, но меня не позвали. Я бы хотел, да, попробовать. То есть это прикольный опыт. Все равно ты чувствуешь эту атмосферу, находишься с этими людьми. Хотя корона сильно меняет ситуацию. Ты как бы сидишь в отеле, ты откомментил, пошел в номер, сидишь, АФК, как бы ничего интересного не происходит. То есть, но все равно ты там хотя бы. У меня была еще одна история, которую я не могу, к сожалению, рассказать, но я мог попасть на этот International в качестве игрока, но не получилось. Заменой кому-то, да? Да, но не получилось. Я не могу, к сожалению, называть команду и почему не получилось, но это была эта возможность. Это было... Но не Спирит? А? Не Спирит? Нет, не Спирит. И слава богу. Вряд ли я бы выиграл со Спиритом. Хорошо, давай о настоящем. Впереди новый сезон. Как ты думаешь, как Соло там уже в эфире говорил, что я не знаю, как теперь играть вообще лигу со Спиритами. С чемпионами Интернешнл я еще не играл в квалификации. такими, да. И это будет жестко. Как ты к этому относишься? Это на самом деле очень круто, потому что в каком-то смысле это заряжает. Потому что, ну, наверное, мы были самыми лучшими в плане результатов вообще за все СНГ, как бы только если не брать Нави прошлых годов, типа первый, второй, третий. Но это было очень давно, как бы, и это уже не котируется. А сейчас появились новые ребята, которые достигли нереального успеха какого-то. И это будет супер круто, потому что мы можем, это как заново играть, начинать учиться игру, потому что кто-то ее прошел, а тебе нужно просто быть супер задротом опять. В общем, спидраном прошли. Расскажи, DPC стартует 29 ноября, если я не ошибаюсь. Судя по всему, правила не изменились, да, лиг? Мы посмотрели на даты и предположили, да, что, скорее всего, нет, и Valve все устраивает. Как ты относишься к такому формату? Очень плохо. Это самый худший формат, который существовал в истории Dota 2. Я не понимаю, почему Valve не поняли этого, когда все команды за весь сезон они ныли, не то что ныли, они жаловались на то, что, господи, 5 недель играть 5 игр, это супер плохо, потому что ты не можешь быть в своей пике формы. Как бы, извини меня, растяни International на 5 недель сейчас, вряд ли Спириты бы вышли в топ-8, в моем понимании, потому что не было этого запала. Ну да, они как катком проехались, а так бы они бы могли погаснуть. Да, это типа супер важно на самом деле, потому что когда ты находишься, есть в спорте в аниме такое название в зоне, зона это называется, с баскетболку Року, кто смотрел, то это совершенно другой уровень игры, на котором ты можешь играть. А это растягивание, это тебя просто убивает. При этом тебе нужно находиться на буткемпе, либо приезжать найти на буткемпе, это еще одна морока, ты должен постоянно, это очень много сил и энергии. Это было бы круто, если бы это было хотя бы 3 недели. Вот супер классно. 3 недели буткемпа, 3 недели 7 игр. Что сложного? Раз в 3 дня играть игру. Ничего сложного в этом нет, по-моему. Но нет, они сделали супер плохой формат. Мне кажется, они должны были понять, что этот сезон, он крайне плох был. Распределение очков и призовых с мажора — это вообще нонсенс какой-то, потому что команды сейчас играют, все уже пару лет говорят, что все команды играют только ради инта, но при этом сначала были мажоры по 3 миллиона, потом по миллиону, потом по 500 тысяч их было 11, потом сделали хотя бы парочку хоть каких-то мажоров, их можно было выиграть, поднимать деньги, а сейчас просто ради интернешнл игра. Вообще ты играешь только, чтобы попасть на инт. Так как вы развиваете сцену, непонятно. Когда вы собираетесь с ребятами на буткемп? Есть уже планы? Точных дат еще не было. То есть мы провели буткемп перед International как раз таки, чтобы просто собраться, посмотреть, что мы можем, притереться друг к другу. Я думаю, это будет за 2 недели до лиги, наверное, начало. То есть я не знаю, просто опять же все зависит от расписания, с кем мы будем играть. Просто сидеть 3 месяца на буткемпе и играть эту лигу и КВшки, это очень жестко. То есть я уже проходил это выгорание называется. Но это очень сложно, это прям нереально сложно. Я-то не против сидеть играть по 10 игр в день, но когда это будут официалки /КВ, и это еще стресс постоянно, это будет дико сложно, мы можем все перегореть просто. До DPC лиги будут какие-то турниры или нет? Я вообще не знаю, только закончился 3 дня назад, Спирит выиграли, я до сих пор.
что на этой прекрасной ноте мы будем завершать нашу прекрасную распаковку /интервью. Спасибо тебе большое, Вова, за то, что пустил нас в свою квартиру. Да, друзья, спасибо вам, что посмотрели это видео. Пишите свои комментарии. Обязательно переходите по ссылочке, покупайте кресло Navi Andasit, потому что оно же, красивое, согласитесь. И увидимся. Всем пока. Пока.